История создания в нашей стране авианосцев полна резких поворотов, взлетов и падений. Еще в 30-х годах прошлого века в СССР предпринимались попытки разработать собственный авианосец водоизмещением до 35 тысяч тонн. Но началась война, и проект был отложен в долгий ящик. Во второй половине 40-х адмиралу Николаю Кузнецову снова удалось включить авианосцы в план по проектированию кораблей на последующие 10 лет. Но и эти проекты не были реализованы. Как бы парадоксально это ни звучало, но одной из основных причин очередной отмены проекта полноценного авианосца стало создание и демонстрация правительству СССР в 1964 году прототипа самолета с вертикальным взлетом и посадкой Як-36. В тот период в Советском Союзе уже активно велось проектирование нового противолодочного корабля с авиационным вооружением. Но завершающей точкой стало постановление правительства о начале строительства в 1970 году тяжелого многоцелевого авианесущего противолодочного крейсера дальней морской и океанской зоны проекта 1143 «Кречет». По классификации НАТО данный тип кораблей получил название «Киев-класс» по имени головного корабля. У данного класса кораблей было существенное отличие от классических авианосцев. А именно, носовая палуба не являлась летной и была полностью занята вооружением, а взлеты и посадки авиакрыла осуществлялись только с угловой палубы. На данном классе кораблей базировалось до 36 летательных аппаратов, включая самолеты с вертикальным взлетом и посадкой Як-38 и вертолеты К-25 и К-27. Всего было построено 4 корабля подобного типа – Киев, Минск, Новороссийск и Баку. Из-за проекта 1143 всегда велось множество споров. Одни считали и считают их провальными из-за отсутствия полноценного авиакрыла. Другие же считают эти корабли самодостаточными боевыми единицами и гордятся их мощью. И все-таки при водоизмещении порядка 45 тысяч тонн их авиационные возможности были весьма ограничены. Основной штурмовик с вертикальным взлетом и посадкой Як-38 не имел бортовой РЛС, из-за чего был не способен к полноценному воздушному бою. Кроме того, ракетное вооружение Як-38 не обладало большой дальностью, что делало его применение малоэффективным. Существует мнение, что слабость ударной авиации крейсера проекта 1143 компенсировалась его мощным арсеналом противокорабельных ракет. Но компенсировать неспособность Як-38 вести воздушный бой оказалось невозможно. Боевые возможности авиагруппы крейсера проекта 1143 значительно уступали возможностям авиагрупп, сравнимых по размерам американских и даже европейских авианосцев. Сверхзвуковые самолеты с вертикальным взлетом и посадкой Як-141, шедшие на замену Як-38, так и не были приняты на вооружение из-за распада СССР. Для чистоты исследования необходимо отметить еще 2 советских проекта авианосцев, которые так и остались нереализованными. Проект 1160 «Орел» планировался как первый советский авианосец с ядерной энергоустановкой водоизмещением в 80 тысяч тонн, разрабатывавшийся в конце 60-х, начале 70-х годов в Невском ПКБ. Авиагруппа должна была включать 60-70 летательных аппаратов. В самом последнем варианте оснащения авиагруппа крейсера должна была включать 12 истребителей Су-27К, 12 штурмовиков Су-28К, 4 разведчика Су-28КРЦ, 6 противолодочных самолетов П-42, 4 самолета радиолокационного дозора и наведения на базе П-42, 8 вертолетов К-252. Технические средства обеспечения полетов должны были включать 4 паровых катапульты, аэрофинишеры и аварийный барьер. К 1986 году планировалось построить 3 таких корабля. Однако работы были отменены в пользу дальнейшей постройки авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет». Еще один нереализованный проект 1153 – продолжение «Орла».
В 1976 году Невское ПКБ начинает работу на базе проекта 1160 над программой по разработке авианесущего крейсера водоизмещением около 70 тысяч тонн с ядерной силовой установкой. Корабль должен был нести до 50 летательных аппаратов, в том числе истребители Су-25К и Су-27К с возможностью запуска с паровых катапульт, разработанных на Пролетарском заводе в Санкт-Петербурге. Данный проект был настолько близок к реализации, что параллельно ему в Крыму на аэродроме Саки был построен тренировочный комплекс с имитатором паровой катапульты. По сравнению с проектом 1160 предусматривалось меньшее на 10 тысяч тонн водоизмещение, уменьшение авиагруппы, а также строительство 2 кораблей вместо 3. Кроме авиагруппы, крейсеры должны были нести по 20 подпалубных пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса П-700 «Гранит». Ухудшение характеристик по сравнению с проектом 1160 было связано с распределением части бюджета на строительство Новороссийска. Корабли проекта 1153 должны были войти в строй к 1985 году. Но, увы, проект снова был свернут в пользу продолжения строительства кречетов. Вместо головного «Орла» был построен адмирал флота Советского Союза Горшков, который спустя много лет встанет на службу ВМС Индии под именем Викрамадитья. Но это уже совсем другая история. Мы же вернемся к кречету и вспомним о том, что в проект 1143 входят еще 3 корабля. Их судьба стала в дальнейшем настолько разной, что каждый из них заслуживает большой отдельной истории. Несмотря на общий проект с ранними кораблями, 3 последующих имели кардинальные отличия от Киев-класса. Главное, что на них появляется возможность взлетов и посадок самолетов традиционной схемы. Полетная палуба значительно увеличивается по площади, в том числе за счет освобождения от части вооружений. Появляется носовой трамплин для взлета. Самый известный из этих 3 кораблей – адмирал Кузнецов, проекта 1143-5, спущенный на воду в 1985 году. О нем мы сегодня говорить не будем, так как об этом корабле известно практически все. Мы двигаемся дальше. Заложенный в 1985 и спущенный на воду в 1988 году тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» проекта 1143-6. Корабль, безусловно, с интересной и очень сложной судьбой. К нему мы, несомненно, вернемся в будущем. Но сейчас мы снова двигаемся дальше. – 1988 год. Закладка последнего, 7-го из кречетов. Заказ 107. Да, это тот, кто нам нужен. Первый и самый крупный в СССР атомный тяжелый авианесущий крейсер «Ульяновск». Проект 1143-7. Это именно тот корабль, который должен был полностью поменять картину мира на просторах Мирового океана. Именно с ним Советский Союз должен был получить паритет с авианосцами класса «Немец». Разработка авианесущего крейсера «Ульяновск» проекта 1143-7, который должен был стать флагманом ВМФ, началась в Невском проектно-конструкторском бюро в 1984 году. При проектировании учитывался опыт разработки проектов 1160 и 1153. Ульяновск планировался как первый из 4 однотипных кораблей. 11 июня 1986 года Главное управление кораблестроения ВМФ выдало Черноморскому судостроительному заводу в Николаеве заказ на постройку корабля проекта 1143-7. 4 октября 1988 года Ульяновск был зачислен в списке ВМФ СССР. Его закладка состоялась 25 ноября того же года на стапеле Черноморского судостроительного завода, сразу же после спуска на воду авианесущего крейсера «Рига».
Каким же должен был стать предполагаемый флагман ВМФ СССР в случае завершения его постройки? По своим характеристикам крейсеры типа «Ульяновск» являлись бы первыми советскими авианесущими кораблями, практически не уступающими по размерам и возможностям авиагруппы американским атомным многоцелевым авианосцам класса «Немец». Наличие впервые в советской практике паровых катапульт и возможностей поднимать самолеты ДРЛО значительно расширяло функции корабля в сравнении с предшествующими классами. Сравнивая авиагруппу советского авианесущего крейсера с авиагруппой, принятой в то время на кораблях типа «Немец», можно видеть отличия в составе авиагрупп. Это объясняется разными доктринами применения авианосцев у СССР и США. Для СССР авианосцы, которого предполагались на роль средства придания боевой устойчивости соединением надводных и подводных кораблей, основным противником являлась палубная и береговая авиация НАТО, имевшая численный перевес. Поэтому вполне оправданным кажется насыщение советских авиагрупп истребителями. А вот сохранение на авианосце мощного ударного вооружения на тот период уже мало чем можно было оправдать. По некоторым данным, на втором корабле проекта его уже не должно было быть.